Перемирие окончено. После обмена взаимными ударами США и Иран решили, что разговоры не принесли результатов. Что же будет дальше? Американские удары были вполне оправданы, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Ирак прощается с Али Хаминеи. Из Наджафа траурная процессия направится в Кербелу. Продуктивная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре. Соединенные Штаты дали зеленый свет на производство ракет для патриотов в Украине. У России нет шансов на победу, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Силы обороны Украины снова поразили танкеры в Азовском море, а в Кремле намекнули Литве на желание разместить ядерное оружие. Будут предпринимать меры. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. На полях саммита НАТО президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров Трамп заявил, что недавние удары Украины по территории России являются эскалацией, однако, по его словам, могут приблизить завершение войны. Он также сообщил, что США выдадут лицензию на производство ракет для комплексов Patriot в Украине. Я просто думаю, что они заключат сделку. Слушайте, эта сделка готовится уже давно. У нее есть свои плюсы, свои минусы. Они знают, что это такое. Он знает это лучше, чем кто-либо. И я просто думаю, что иногда, знаете, я привел одну аналогию. Она звучит просто, но она, в общем-то, верна. Есть двое детей в парке. Они друг друга недолюбливают и начинают драться. Иногда приходится дать им подраться. Пусть увидят, что это тяжело. Знаете, это тяжело. Драться тяжело. А он проделал потрясающую работу. Слушайте, он был очень эффективен. И у него было лучшее вооружение, потому что у него было наше вооружение. И он сказал: отлично, но кто-то ведь должен это вооружение применять. А у вас много храбрых людей, которые его применяют. И Россия, знаете, это большая страна, это большая сила. Россия всегда была большой боевой силой. Так что, знаете, но я правда верю, что все готово. Это очень интересно, потому что почти хочется сказать, что стало хуже, чем когда-либо. А может и нет. Господин президент, как вы оцениваете удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам? Вы откуда? Из Украины. Сформулируйте вопрос иначе, пожалуйста. Украина наносит удары по российским военным заводам и по всем НПЗ. И у них заканчивается топливо. Марк, что вы на это ответите? Ведь вы прямо в гуще событий. Думаю, мы обсуждаем способность Украины наносить удары вглубь России. Считаю, это одна из тех вещей, которые изменились в этой войне за последние несколько месяцев. Россиянам становится все труднее защищать собственное воздушное пространство. И мы надеемся, что это создаст пространство для того, чтобы вести переговоры о завершении этой войны. Это эскалация. Но это еще и такая эскалация, которая может помочь привести к завершению. Вы позволите Европе производить перехватчики Patriot в Европе? Вы спокойно относитесь к лицензированию? К чему? К производству перехватчиков в Европе? И применительно к Украине? Что ж, мы об этом поговорим. Слушайте, это оборонительное оружие, которое мне нравится больше, чем оружие наступательное. Оно лучшее. Вот я говорил, у нас есть авианосец, один из красивейших в мире, один из самых больших — Авраам Линкольн. И 2 месяца назад у нас было 100, я вчера рассказывал эту историю, по нему было выпущено 111 ракет Исламской Республикой Японией. Их выпустили по авианосцу примерно за час. 111 ракет, летящих в очень дорогой корабль. И практически каждую из этих ракет сбили. В основном самыми крупными средствами, но и другими средствами тоже. А также, как вы знаете, другими. Менее дорогими средствами, так даже лучше. Но из 111 ракет сбили каждую. В корабль не попала ни одна. А ведь, знаете, когда такое происходит, случаются плохие вещи. Так вот, представьте, за час эти ракеты летят на тебя, и каждую сбивают. Так что, думаю, одна из вещей, которые мы будем обсуждать, это, как вы знаете, компании. У нас огромная власть над компаниями, теми компаниями, которые производят Patriot. И все это великолепное. Томагавки. Все это великолепное. У нас лучшее по многим позициям Patriot. Но у нас много великолепных вещей. Вы видите это на примере Венесуэлы, видите на примере Ирана. Оглянитесь. Все стерто, их флот исчез. Их авиация исчезла.
все исчезло. Но одна из вещей, которые, думаю, мы сегодня обсудим, мне тут птичка на хвосте принесла, это то, что мы дадим им право производить Patriot. Мы покажем им, как это делать. Это на самом деле очень сложно. Но вы быстро разберетесь с этой сложностью. И мы об этом говорим. И компания, которая их производит, сейчас строит 4 завода. Знаете, все наши компании смогут наладить это за от 2 до 3 месяцев. Если вы закажете Patriot сейчас, ждать придется долго. То же самое с томагавками. У нас много определенной техники, но есть то, что называют элитной техникой. А для войны элитная техника не обязательно нужна. Так вот, одна из вещей, которые мы обсудим, мы дадим вам лицензию на производство Patriot. Круто, правда? Так вы не сможете жаловаться, что мы даем им недостаточно. Я говорю, делайте их сами. Мы пока не сообщили об этом компании, но это все уладится нормально. Знаете, они будут в восторге, но, знаете, они смогут это сделать. Вы сумеете в этом разобраться? Большинство стран так не смогли бы. Если бы я сказал такое большинству стран, они бы не поняли, о чем я вообще. Но это очень изобретательная команда. И что мне в этом нравится? Это оборонительная ситуация, а не наступательная. Но думаю, одна из вещей, о которых вы, возможно, захотите поговорить, вот что я слышал. Птичка на хвосте принесла. Что президент Путин готов закончить эту войну? А если нет, вы готовы оказать давление на Россию? Что ж, у нас большое давление. У нас большое давление на президента Путина. Не думаю, что ему нравится происходящее. Не думаю, что ему нравится. Не думаю, что он в восторге от того, что происходит. На президента Путина оказывается большое давление, чтобы это завершить. Думаю, давление на всех, чтобы вот это завершить. Большое давление. Сделка с США, каков ее статус? Кстати, но я вам вот что скажу. Он вам скажет, что хочет закончить это как можно скорее, насколько он вообще может ответить. Он хочет это закончить. Он хочет закончить это скоро. И я его спрашиваю, и мы говорили. Я много с ним разговаривал. С ним чуть меньше, но отношения очень хорошие. Но с президентом Путиным я говорил много. Он хочет закончить войну, а многие не хотят. Многие в это не верят. Каковы условия президента Путина для завершения войны? Знаете что? Что ж, были определенные условия, которые немного отличались. Думаю, они меняются. Думаю, они, вероятно, становятся немного лучше. Ближе к тому, что вам бы понравилось. России пришлось тяжело, гораздо тяжелее, чем предполагалось. Я имею в виду, по справедливости, это должно было быть. Этой войны вообще не случилось бы, будь я президентом. Ее бы не случилось. У вас была бы целая страна, знаете. Просто позор, что это произошло. Но нет. Это то, что, думаю, Зеленский хочет сделать и Путин хочет сделать. Они хотят это завершить. Спросите об этом президента. Спросите его. Какие условия? Путина? Сейчас или для этого мира? Я думаю, что они в любом случае меняются, потому что в начале полномасштабной войны он был сильнее. А теперь, я думаю, он теряет инициативу на поле боя. Думаю, его армия. Но именно поэтому я так думаю, из-за технологий. Потому что сейчас вопрос уже не в количестве людей. Люди героические, это очень важно. Но сейчас вопрос уже не только в количестве людей. Прежде всего, люди и технологии. Люди с технологиями. И сейчас, думаю, у нас более продвинутые технологические шаги. Дальше, чем у России, возможно, быстрее. Потому что они тоже, знаете, производят много разных вещей, которые сильны, крепки против нас. Но мы быстрее. И вот почему я думаю, что сейчас инициатива перешла в наши руки. Не полностью, но перешла. Мы стараемся перенести эту войну с поля боя в небо. Именно поэтому мы теперь начинаем контролировать поле боя. Это очень важно. Тяжело, когда у тебя меньше людей, отбрасывать их назад. Но мы нашли другой способ, как это делать. Перерезать логистику их армии. Это про бензин, дизель, без больших человеческих потерь. Кстати, в этом и разница между нами и Россией. То есть у него большая поддержка. Я только что вышел из зала, где были они. Знаете, где у них? В основном европейские, но в основном европейские страны. И у них огромная поддержка Украины. Знаете, правда, огромная поддержка. Одна из вещей, вы говорите о вопросах для Путина, но одна из вещей, о которых я с ним говорил, была: где бы вы хотели встретиться? И он сказал: в идеале, в Москве. Я сказал: вы не будете встречаться в Москве. Знаете, это просто не годится. Так нельзя. Но он встретится, и он собирается встретиться, и что-то произойдет. Это будет позитивно. И я думаю, я надеюсь, это произойдет скоро, потому что у них
Во-первых, жизни. А во-вторых, строительство вашей страны. Потому что у нее, по моему мнению, колоссальное будущее. А где это будет? И когда это произойдет? Не знаю. Президент Путин сказал, я бы с удовольствием встретился в Москве. А я сказал, не думаю, что должен ставить себя в такое положение. Не уверен, что он поехал бы в Москву. Может, и поехал бы. А вы бы поехали в Москву? Это сложно. Там много украинских дронов. Они опасны. Слушайте, вы имеете в виду в будущем? Возможно, придется заключить соглашение. Что ж, мы будем работать над гарантией безопасности. И Россия нас очень уважает, и мы будем работать над какой-то формой безопасности, если сумеем заключить правильную сделку. Мы вам поможем. Я имею в виду, Европа будет за этим следить. Мы будем им помогать, и мы проработаем какой-то пакет безопасности, который обеспечит... Не думаю, что это произойдет. Я считаю, что если мы заключим сделку, Россия будет очень довольна и займется другими делами. У них, кстати, как у страны, тоже, у них колоссальный потенциал. У них колоссальные земли, ценные земли, с которыми они могут что-то делать, и у них колоссальный потенциал. Но не думаю, что это произойдет. Я не вижу этого. Вопрос в том, мол, они снова нападут. Я вообще этого не вижу. Думаю, с них хватит. Хватит. Это тянется уже почти 5 лет, верно? Да. Кто бы мог подумать. Я имею в виду, это своего рода дань уважения. Ведь это страна побольше. Сильная страна. И это поразительная дань уважения. Вы правда поедете в Украину? Поеду ли я в Украину? Вы поедете в Украину? Поехал бы, да? Я бы предпочел, чтобы война закончилась. Ваша секретная служба была бы в восторге. Но знаете что, Мне бы хотелось думаю, люди там невероятные. И я имею в виду, как у вас. Было бы хорошо добиться этого, пока не нанесен еще больший ущерб, честно говоря. Это такой красивый город, верно? И да, я бы поехал в Украину в подходящее время. Насчет сделки по дронам между Украиной и США. Каков статус сделки по дронам между Украиной и США? Что ж, мы бы покупали их дроны, и мы сами производим дроны. Мы делаем отличные дроны, но у них есть способность производить их в огромных количествах, и это здорово. Марка, поразительно, что в условиях войны они их делают. Они делают их в подвалах. Они делают это на совесть. Черт, у тебя есть небольшое укрытие, а даже если укрытия нет, я подозреваю, верно? Это поразительная способность. Мало кто, вот поэтому я и говорю про Patriot, они смогли бы это сделать. Большинство стран не смогли бы. У них нет таланта. А у вас очень талантливые люди. Так что да, думаю, мы заключим эту сделку. После серии американских ударов по военным объектам на юге Ирана ситуация на Ближнем Востоке вновь резко обострилась. Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие с Тегераном, достигнутое в июне, фактически прекратило действие. По его словам, дальнейшие переговоры больше не имеют смысла. И не подбирал слов в отношении своих оппонентов. Они больны, с ними что-то не так. Мы сказали им, идите, занимайтесь своими похоронами. Но вместо этого вчера они снова начали запускать ракеты и атаковать корабли. Поэтому прошлой ночью мы нанесли по ним очень мощный удар. Очень мощный. Я бы сказал, в 20 раз сильнее. И я сказал им, каждый раз, когда вы наносите удар, мы будем отвечать ударом. И, конечно, они действуют грязно, поэтому, вероятно, преследуют всех, включая меня. Уже много лет я для них цель номер 1. Это сборище подонков. Если хотите знать правду, они подонки. Поэтому они нам не нравятся. Мне они не нравятся. Это злые люди. И речь идет о денуклеаризации Ирана. Мы добьемся того, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Мы этого не допустим, потому что они безумны. И они не могут обладать ядерным оружием. Они убили тысячи и тысячи наших солдат. Они убили сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Именно они использовали самодельные взрывные устройства на дорогах. Сулеймани, я с ним разобрался. Я не думаю, что они вообще понимают, что делают. Но это плохие люди. Очень плохие люди. И, кстати, я считаю их некомпетентными, потому что, будь они компетентны, они бы заключили сделку уже давно, хотя бы 47 лет назад. Уже 47 лет у них одни проблемы. Мы устранили их первое руководство. Мы устранили их второе руководство. А они хотят устранить лидера Соединенных Штатов, меня. Перемирие закончилось, меморандум больше не действует. Для меня, да, все кончено. Я больше не хочу иметь с ними никаких дел. Они подонки. Знаете, кто такие подонки? Вот они и есть. Это больные люди. Ими руководят больные люди. Это жестокие и крайне агрессивные люди. И если бы у них было ядерное оружие, они бы его применили. Что касается меня, то на этом все закончено. Практически сразу после американской операции Иран начал масштабную ответную атаку.
Корпус стражи Исламской революции сообщил о запуске баллистических ракет и ударных беспилотников по американским военным объектам в странах Персидского залива. В Тегеране заявили, что целями стали 85 объектов, включая базу 5-го флота США в Бахрейне, авиабазу Али-Аль-Салем в Кувейте и военную инфраструктуру в порту Салман. Кроме того, КСИР утверждает, что был сбит американский беспилотник МК-9 Reaper. Независимого подтверждения этой информации пока нет. Власти Кувейта подтвердили, что системы противовоздушной обороны страны перехватили 2 баллистические ракеты и 13 беспилотников, вошедших в воздушное пространство государства ранним утром. Это стало первым официальным подтверждением того, что ответная операция Ирана затронула территорию государств Персидского залива. Одновременно КСИР опубликовал видеозаписи запусков ракет и дронов, заявив, что удары стали ответом на нарушение Соединенными Штатами режима прекращения огня. Штаб вооруженных сил Ирана Хатам Аль-Анбия предупредил, что ответные действия продолжатся. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф заявил, что эпоха запугивания и вымогательства закончилась, и Тегеран не намерен уступать под давлением. Нарушение иранских соглашений в проливе, постоянные угрозы новых ударов, восстановление нефтяных санкций, нападение на юг Ирана, продолжающаяся сионистская агрессия против Ливана. Эпоха запугивания и вымогательства закончилась. Это ни к чему не приводит. Мы не сдадимся. На фоне новой эскалации министр обороны США Пит Хексет отменил ранее запланированный визит в Израиль, где должен был провести переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем. Обострение конфликта немедленно отразилось и на мировых рынках. После заявлений Дональда Трампа о завершении перемирия цены на нефть выросли более чем на 5%. Стоимость нефти марки Brent превысила $78 за баррель, а американская WTI поднялась выше $74. Инвесторы опасаются дальнейшей эскалации вокруг Ормузского пролива, одного из важнейших маршрутов мировых поставок нефти. Таким образом, спустя менее месяца после подписания меморандума о прекращении боевых действий, противостояние между США и Ираном вновь перешло в открытую военную фазу. Вашингтон заявляет, что действует в ответ на угрозы международному судоходству, тогда как Тегеран обвиняет Соединенные Штаты в срыве режима прекращения огня и предупреждает о готовности продолжить ответные удары. Новые удары США по Ирану были абсолютно необходимы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, когда действует режим прекращения огня, а Иран, по сути, его нарушает, Соединенные Штаты должны реагировать решительно. Такое заявление Рютте сделал перед началом саммита лидеров НАТО в Анкаре. Я считаю, что это было абсолютно необходимо, потому что, когда действует режим прекращения огня, а Иран, по сути, его нарушает, и мы видели, что произошло вчера, когда были атакованы суда, я считаю, что крайне важно, чтобы Соединенные Штаты отреагировали решительно. Я также ожидаю, что сегодня союзники обсудят Иран. Ожидаю, что они вновь подтвердят. Иран никогда и ни при каких обстоятельствах не должен получить возможность обладать ядерным оружием. Во-вторых, принцип свободы судоходства и полное восстановление движения через Ормузский пролив — это непременное условие. Это жизненно важно для всех 32 союзников. Мы знаем, что на американской стороне есть разочарование в связи с Ираном, и оно связано с отдельными случаями. В то же время мы видим до 5000 боевых вылетов с европейских баз. Выполняются все двусторонние соглашения о размещении военных баз. Европа вновь выступает как единая крупная платформа для проецирования силы Соединенных Штатов. И это уже происходит. Что касается финансов и оборонных расходов, то Европа сейчас догоняет Соединенные Штаты. Именно этот президент настойчиво побуждал нас сделать это. Разумеется, существует и российская угроза, которая также заставляет европейскую часть НАТО увеличивать расходы. И я считаю, что это большая победа американского президента. В иракском Наджафе прошла траурная процессия в память о верховном лидере Ирана Али Хаминеи. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы проводить кортеж с гробом, который провезли через один из главных шиитских религиозных центров. Накануне в Наджаф прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он встретился с премьер-министром Ирака Али Аз-Заиди и другими официальными лицами перед началом церемоний. По данным иранских властей, Хаминеи погиб 28 февраля в результате удара, который США и Израиль нанесли по территории Ирана. После церемоний в Тегеране и Куме траурная процессия продолжилась в Ираке. Затем она направится в Кербелу, а завершится в иранском Мешхеде, где 9 июля запланировано захоронение. Уже во второй раз за сутки Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для США и раскритиковал союзников по НАТО. Кроме того, у нас через некоторое время состоится большая встреча. И я собираюсь изложить свои проблемы. Гренландия — это большая проблема для нас. И еще одна большая проблема заключается в том, что когда мы предлагали им присоединиться,
Мы не то чтобы очень этого хотели, но мы сказали, если хотите, присоединяйтесь к нам. И все они ответили «нет». Но когда у них была такая возможность, они не были рядом с нами, а мы были рядом с ними. За последнее, сравнительно короткое время, мы потратили более $1 триллиона, чтобы защитить эти страны от России, хотя это вообще не имеет к нам отношения. Нас отделяет океан. Но так сложилось исторически, и они поступили с нами несправедливо. И Марк это понимает. В ответ генсек Альянса Марк Рютте подтвердил курс на выполнение достигнутых ранее договоренностей. Есть соглашение. Мы с вами заключили договор в Давосе, и я прослежу, чтобы он шаг за шагом выполнялся. Если вы захотите действовать по вопросу Гренландии, у вас есть трехсторонние переговоры. Марко вел их с вашей стороны с представителями Гренландии и Дании. И все будет зависеть от того, изменят ли они свое конституционное положение в составе датского королевства и так далее. Но знаете, что интересно? Я очень недоволен НАТО. И при этом этот человек — великий лидер. И он понимает ситуацию, возможно, даже лучше, чем некоторые другие лидеры. Гренландия вновь оказалась в центре внимания саммита НАТО. После заявлений Дональда Трампа премьер-министр Дании Метте Фредериксон подчеркнула: «Остров не продается, а Копенгаген готов защищать каждый дюйм территории НАТО вместе с союзниками». Да, я слышала, что вчера сказал президент США. И думаю, позиция Соединенных Штатов по этому вопросу, к сожалению, совершенно ясна. Наша позиция столь же ясна и остается неизменной на протяжении всего времени. Гренландия, разумеется, не продается. Мы надеемся, что все, включая всех союзников, будут уважать право народа Гренландии на самоопределение. Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО, включая нашу собственную. Но одна из причин, по которой мы создали НАТО много-много лет назад, заключается в том, что если что-то случится с одним из нас, то все должны встать на защиту друг друга. Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите НАТО в Анкаре заявил о намерении усилить европейскую роль в Альянсе. По его словам, страны Европы продолжат поддержку Украины, выделяя на эти цели по 70 миллиардов евро ежегодно в 2026 и 2027 годах. В прошлом году в Гааге мы приняли решение значительно усилить наши оборонные усилия, и мы выполнили это обещание. В большинстве государств, членов Европейского Союза и НАТО, мы существенно укрепили наши оборонные возможности. Именно об этом мы будем говорить сегодня, и мы сделаем НАТО более европейским, чтобы Альянс мог оставаться трансатлантическим. Я убежден, что после саммита в Анкаре НАТО обретет новый дух, станет сильнее и более сплоченным. И, конечно, мы также будем говорить об Украине. Мы продолжим помогать Украине. Кроме того, мы запустили совместную европейскую инициативу по поддержке Украины в течение следующих 2 лет. В 2026 и 2027 годах в объеме по 70 миллиардов евро ежегодно. Теперь все зависит исключительно от России. Именно она должна положить конец этой войне. И сегодня мы вновь сделаем все возможное для достижения этой цели, а также направим Москве четкий сигнал: у России нет никаких шансов выиграть эту войну. Она не достигнет своих военных целей. И чем скорее эта война закончится, тем лучше будет для Европы, тем лучше будет для России и тем лучше будет для мира во всем мире. Южная Корея предоставит Украине пакет помощи на сумму $100 миллионов, который не будет включать поставки летального вооружения. Об этом во вторник, 7 июля, в Анкаре заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Ви Сон Лак. Мы подтвердили нашу приверженность вкладу в международный мир и безопасность, объявив о выделении Украине пакета помощи в размере $100 миллионов. Мы последовательно поддерживаем Украину различными способами, включая гуманитарную помощь. И это обязательство предоставить $100 миллионов означает расширение нашего вклада в том же духе. На одной из панелей саммита выступил и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Если стабильные производственные возможности и проверенные технологии Республики Корея объединятся с многолетним опытом НАТО, оборонный потенциал обеих сторон значительно усилится по сравнению с нынешним уровнем. Кроме того, я предлагаю вывести наше оборонное сотрудничество за рамки нынешней модели, основанной лишь на торговле вооружениями, и перейти к формату партнерства оборонной промышленности Южная Корея НАТО 2.0, в рамках которого мы будем совместно разрабатывать, производить и эксплуатировать системы вооружений. Украинские силы беспилотных систем заявили о новой серии ударов по российской морской логистике в Азовском море. По данным командования, за ночь были атакованы 9 танкеров, которые в Киеве относят к так называемому «теневому флоту России».
Опубликованные украинской стороной кадры, как утверждается, показывают атаки беспилотников на суда и последующее возгорание. Reuters не смог независимо подтвердить место и время съемки. По информации украинских военных, пораженные суда использовались для доставки топлива в оккупированный Крым. Также сообщается об ударах по сухогрузу и парому в порту Керчи. Накануне Киев заявлял об атаках еще на 2 танкера в этом районе, а командующий силами беспилотных систем Роберт Бровди сообщил, что за последние 72 часа были поражены в общей сложности 19 судов. Российская сторона эти заявления не комментировала. Литва рассматривает возможность снять запрет на размещение ядерного оружия. В Кремле заявили, что такой шаг не повысит безопасность страны и предупредили о возможных ответных мерах со стороны России. Мы знаем, что аналогичное решение принято в Финляндии. Ну, наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение. Это, ну, наверное, в отличие от ожиданий этих стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности. Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры с тем, чтобы мы могли обеспечить наши интересы.